Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов тот неловкий момент, когда твоя жена мастер маникюра. В общем, сегодня аппаратный маникюр, заядлого колупальщика, разнообразной техники, электроники, плат, в общем, всего, что можно только разобрать на детальке. Ручки моего мужа. И, кстати, вы можете его поддержать и подписаться на канал, который сейчас высветится в подсказках. Итак, начнем. Кутикула сильно налипшая и наросшая, поэтому пушером аккуратно отклеиваем ее от ногтевой пластины и слегка приподнимаем. Подобную кутикулу не старайтесь отодвинуть одним движением. Работайте короткими шажками с совсем небольшим давлением. Хорошо прорабатывайте зону в синусах и около боковых валиков. Кутикулу нужно раскрыть полностью, чтобы после без проблем и затруднений произвести аппаратный маникюр. Сторону топорик ведем от центра кутикулы к правому боковому валику, затем от центра кутикулы к левому боковому валику, ну или наоборот. Главное, не делайте движения через всю ногтевую пластину. Угол пушера по отношению с ногтевой пластиной должен быть приблизительно 45 градусов. Не нужно пушер ложить на ноготь. После я поворачиваю инструмент и работаю стороной топорик. Этой стороной я подробно проверяю, хорошо ли я отклеила кутикулу от ногтя. Особенно это касается синусов. Если топорик застреет, значит кутикулу еще слегка нужно доработать. Проверяю, тщательно ли я отклеила и приподняла кутикулу. Сложность этой кутикулы заключается даже не в том, что она сильно налипшая на ноготь. Поверьте, она была еще больше. Просто периодически этот молодой человек старался обрезать ее самостоятельно с помощью щипчиков. И в некоторых местах он просто ее порезал или порвал. И таким же замечательным методом появились заусенцы. Причина сухости и жесткости кутикулы и околоногтевой кожи довольно проста. Здесь просто идет постоянная чрезмерная нагрузка на пальцы, особенно на кончики. В некоторых местах даже потерялась чувствительность. Поэтому пальчики стараются защититься, и кожа нарастает все больше и больше. Выход из этой ситуации – это регулярный маникюр. Чтобы такой проблемы больше не появлялось, следует также сменить род деятельности, что в наше время, к сожалению, либо невозможно, либо очень тяжело. Продвигаемся дальше. И следующий процесс – это срез свободного края ногтя и придание формы торцу. Также частенько замечаю пропажу или вскрытие крафт-пакета с надписью «Щипчики». И тут я сразу превращаюсь в детектива. Сразу прошу показать ручки. И, естественно, увидев весь этот ужас от самодельного маникюра в темноте, я тут же превращаюсь в гневного мастера. А вам с легкостью удается затащить любимого на маникюр? Пишите в комментариях и делитесь своими успехами. Для того, чтобы убрать лишнюю ненужную длину, загоняем свободную часть ногтя между двух режущих полотен, верхнего и нижнего, и нажимаем на инструмент. В это время придерживайте пальчиком левой руки верхушку ногтя, чтобы ноготь не отскочил. Будет малоприятно, если кусочек ногтя отлетит кому-то в глаз. Но помните, вы как мастер всегда должны работать в очках или защитном экране. По правде сказать, бывали моменты, когда и я пренебрегала этими правилами безопасности. Но поверьте, отлетевший в глаз кусочек страз навсегда научит вас одевать очки во время таких процедур. Прочности этих ногтей позавидуют многие девушки, ведь они настолько прочные, они практически пластмассовые. Толщина ногтя на большом пальце, чтобы вы понимали, практически 2 мм. Отрастив такие ногти, не нужно делать никакое покрытие. Поэтому, чтобы придать форму свободному краю, я беру пилочку с жесткостью 150 грит, можно взять даже 120, и придаем форму свободному краю. Затем я беру алмазную насадку почка и щеточку с ушками, чтобы можно было щетку
щетку закрепить на пальцах и не снимать ее. На этом вы сэкономите достаточно много времени. Скорость, с которыми вы будете работать аппаратом, зависит только от мощности вашей машинки. Если аппарат мощный, достаточно будет 80 тысяч оборотов. Если же аппарат слабенький, можно работать даже на 20 тысячах оборотов. Ведь слабый аппарат все равно не выдает ту мощь, которая указана в описании на коробочке. Аппарат включен в режим Forward. Сначала обрабатываем левую сторону. Насадкой движемся от центра кутикулы к левому боковому валику. Насадка работает только с кожей. Правильность работы вы можете услышать по звуку. Ведь насадка, коснувшаяся к ногтю, дает совершенно другой звук. Поэтому во время работы прислушивайтесь ко всем звукам, чтобы не сделать перепилы ногтевой пластины. На данном этапе мы раскрываем кутикулу и кожу около боковых валиков. Полностью открываем ноготок. Работаю короткими шажками. Давление совсем-совсем небольшое. Также не забывайте, работу должны делать не вслепую, а конкретно видеть, что и как мы пилим. Поэтому пальчиком левой руки поднимайте кутикулу вверх, оттягивайте ее. Когда перешли к синусу, тоже оттяните кожу и в этом месте. То же самое касается обработки кожи около бокового валика. Всегда оттягивайте кожу и смотрите, что вы сейчас пилите. Часть кожи после обработки должна быть ровной и гладенькой, без каких-либо ступенек кожи. То есть ее мы должны выровнять и разгладить, чтобы после получился ровный срез. Также во время работы счищайте пыль. Так будет подробнее видно, что именно нам нужно еще обработать, чтобы не принять кусочек пыли за необработанный кусочек кожи и не сделать перепил. Итак, обрабатываем все ноготки. Затем аппарат переключаю в режим реверс и обязательно меняю захват пальца. С помощью другого захвата нам удобнее оттянуть другую половину кожи, ведь сейчас мы будем двигаться насадкой от центра ногтя к правой половине. Насадкой также движемся короткими шажочками, раскрываем кутикулу и очищаем от всего ненужного и сухого. Многие из вас воюют с клиентами, и эта война нескончаемая. Заключается борьба в том, что клиент просто-напросто забывает и напрягает ручку, а нам нужны расслабленные пальчики. Поэтому не стесняйтесь и во время работы контролируйте своего клиента, заставляйте расслабить ручку и во время работы своими пальчиками крутите палец клиента так, чтобы вам было удобно работать. Не стоит горбатиться, выкручиваться, чтобы добраться до нужного места. Просто поверните пальчик. Хотя я и сама забываю и часто растекаюсь по стулу, как топ под кутикулой. Этого делать категорически нельзя, чтобы впоследствии не было проблем со спиной. Раскрыв кутикулу, не переключая режим, то есть продолжаем работать в режиме реверс, насадку ведем справа налево и выворачиваем кутикулу, для того, чтобы после был ровный и удобный срез. Напомню, работаем только с кожей. Контролируйте, чтобы кончик насадки не ездил по ногтю, а то можно наделать таких борозд на ногтях, что ой-ой-ой. Работаем с кожей и работаем аккуратно. Прислушиваемся к ощущению клиента. Я во время работы обязательно предупреждаю, если ощущается какой-то дискомфорт, боль или неприятные ощущения, чтобы все мне долаживалось. И в таком тандеме работа будет для меня приятной и легкой, для клиента безболезненной и аккуратной.
Разворачиваем кутикулу и простыми словами истончаем место крепления кутикулы. Далее следует уже сам срез. Работать можно насадкой той, которая вам удобна. Это может быть либо шар. Размер шара берите от 2,3 мм до 3 мм. Больше брать не стоит. Размер шара зависит от размера кутикулы. То есть, если вы хотите обработать большую часть, шарик должен быть побольше. Либо закругленный цилиндр. В общем, насадка той, которой вам удобно работать. Цвет насечки также зависит от типа кожи. Сейчас я использую насадку с синей насечкой. Если кожа чересчур мягкая и нежная, возьмите красную насечку. Но на жесткой грубой кутикуле такая насадка абсолютно не принесет никакого результата. Скорость аппарата при срезе также может варьироваться. Если кожа сухая, немножко добавьте скорость и натяните кожу по бокам. Если кожа нежная, эластичная, наоборот, сбавьте скорость и уберите натяг кожи. И сколько бы ни было правил и советов для выполнения аппаратного маникюра, всегда следуйте по ощущениям. Ручки и кожа бывают разные, поэтому прислушивайтесь к ощущениям, добавляйте, убавляйте скорость, делайте натяг или убирайте его. Главное, не возите насадкой на одном месте. Так вы можете сделать ранку, перепилить кожу. Под насадкой кожа может нагреваться, клиент будет испытывать боль и дискомфорт. Также, если вы видите один маленький кусочек, который остался на коже, и вы не можете убрать его насадкой, не продолжайте это колупать. Лучше оставьте так, чем вы сделаете ранку. Маленький заусенец, кусочек кожи, который остался, можно убрать щипчиками, не травмировав клиента. Также, несмотря на то, что в данном случае ручки грубые, кожа сухая и жесткая, капилляры расположены очень близко, поэтому при любой обработке кожа здесь быстро краснеет. Здесь нет ранок или перепилов, просто кожа имеет такое свойство. При любом физическом воздействии она краснеет, и уже буквально через 15-20 минут краснота проходит. Здесь кожа на каждом пальчике разная. Например, на рабочих пальцах, таких как средний, указательный и большой пальчик, кожа сухая и грубая. Поэтому на этих пальцах скорость аппарату я добавляю. Кутикула на мизинце и безымянном пальце эластичная и тонкая. Поэтому я не делаю сильной натяжки кожи по бокам и скорость аппарата убавляю. Также может возникать такая проблема. Насечка синяя или зеленая, то есть абразивность более жесткая, но она не спиливает кожу, просто сглаживает, полирует. Это значит, что ваша насадка либо уже сточилась, ее нужно просто выкинуть, либо она забилась кожей и пылью. Поэтому возьмите бафик и очистите насадку. Возвращаясь к самой первой насадке, этой насадкой очистим сухую кожу, все трещинки и порезы. Скорость аппарата 15 тысяч и зачищаем всю кожу на боковых валиках, подушечках пальца и на кончиках. Не забывайте смещать насадку в бок, чтобы кожа не нагревалась. Аппарат работает в режиме форвард. Для того, чтобы убрать сухую кожу на кончике пальца, я раскрываю кожу. Насадкой двигаюсь вдоль торца ногтя. Сухая кожа раскрывается, и все, что мы раскрыли, аккуратно счищаем. Теперь переходим к ногтевой пластине. Я беру силиконовую насадку для полировки ногтей. Если такой насадки нет, возьмите пилочку для полировки. Аппарат включаю на 10-12 тысяч оборотов и полирую ногтевую пластину. С каждым движением немножко смещайтесь в бок, чтобы не нагреть ногтевую пластину. Пыль, которая появляется на ногте. В данном случае это желтая пыль. Это абразив от насадки. Не пугайтесь. Многие писали в комментариях, а что это такое появляется от насадки? Это просто абразив. Полируем ногти. Они приобретают здоровый красивый блеск. Теперь очень удобный помощник в маникюре. Такие палочки я заказывала на сайте AliExpress, ссылку я скину в описании под видео. Эти палочки диаметром похожи на зубочистки и на кончике на одном плотно замотаны ватой. С помощью таких палочек удается сделать чистый маникюр. Сторону с ваткой я смачиваю в дегидрате. Можете смочить даже в ремувере. Это будет еще лучше. И аккуратно прохожусь во всех пазухах, под кутикулой, в синусах. Так я вычищаю пыль и подробно смотрю, какое место я не доработала. Теперь, как я и предупреждала, кожа покраснела. Всю околоногтевую кожу я смазываю маслом для кутикулы.
Беру насадку для шлифовки и прямо по кутикуле полирую кожу. Так мы уберем все мелкие заусенцы, которые остались, и доведем кожу до нужного нам состояния. Для выполнения маникюра насадку для шлифовки берите с острым носиком. В маникюре ей работать действительно намного удобнее, ведь ею можно добраться в очень деликатные места. Большую с тупым носиком лучше использовать при педикюре. После салфеткой убираю излишки масла и пыль, абразив от насадки, и смотрим на результат. Краснота потихоньку начинает спадать, отчетливо видно, насколько сильно мы исправили ногти. И пусть всю процедуру муж бурчал: а когда все? А скоро? А может уже все, давай закончим? Результат того стоил. И в конце процедуры я даже слышу: о, прикольно, надо делать маникюр почаще. Все равно каждый раз повторяется одна и та же история. Спасибо за просмотры. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайся на канал, ставь лайки или дизлайки. Каждое ваше мнение я уважаю и принимаю, но могу с ним не согласиться. Дальше больше. Пока-пока.